Всем привет, друзья! Сегодня я хочу начать новый цикл своих видеовыпусков. И эти видеовыпуски будут посвящены хорошим местам, тем местам, которые мне понравились, которые откладывают хорошие впечатления, эмоции, по моему мнению, интересные для того, чтобы такими впечатлениями поделиться. Поэтому поехали! Первое, что я хочу вам показать, это Джилсон парк, который находится в северной части Чикаго. Здесь есть большая лодочная станция, там стоят каяки, какие-то маленькие лодочки. Сейчас еще весна, и береговая зона, пляж практически пуст. Можно наблюдать, что отдельные люди прогуливаются со своими питомцами, с собаками. Сегодня отличная погода, и выглядит все это очень здорово. Это пляжная зона. Вот там вдалеке сам парк, и сейчас мы туда тоже дойдем. Есть парковка достаточно удобная для людей. Это водная гладь озера Мичиган. Вода вдалеке такого интересного, я бы сказал, бирюзового цвета. Сейчас пройдем немножко подальше, в сторону самого парка. Вот я хочу показать еще раз береговую линию и водную гладь озера Мичиган. Но выглядит это просто непередаваемо, очень красиво. Вода чистая. Шум настоящего прибоя. Мне очень нравится. Я всем рекомендую посетить это место. Рядом с этим пляжем находится детская площадка с небольшим парком. И вот я сейчас направляюсь туда, хочу показать. Иду, честно говоря, в первый раз. Я думаю, что это будет небольшая детская площадочка. Ну, в парке уже побольше людей. Опять же, гуляют с колясками, с питомцами. Люди, кто-то бегает. Судя по всему, это теннисный корт. Вот мои ребята, супруга и сын, идут впереди. Судя по всему, это какая-то что-то похоже на большую спортивную площадочку. Даже есть один спортсмен. Да, это теннисный корт. Причем он открыт для всех желающих. Да, карта. Google карты не подвели. Здесь есть детская площадочка. А вон там вдалеке, если можно видеть, бегает белочка. Даже две белочки. Я хочу немножко подойти поближе. Может, получится запечатлеть их. Здесь, кстати, они не боятся людей, достаточно приучены. Многие белки даже берут еду с рук.
Вот, побежала, попрыгала. И вот еще одна. Очень забавные зверьки, конечно. И в атмосферу они добавляют какое-то вот чувство, особое чувство природы, что ли. Вон там вдалеке на полянке видно тоже люди тренируют своих питомцев. Там же, видимо, поле для футбола, сокер-поле. Сейчас поближе подойду, посмотрю. Ну, в принципе, обычная стандартная детская площадка. Здесь они отличаются хорошим качеством материалов. Все это не ржавеет. Вот. Достаточно антивандальное. Да и, в принципе, здесь никто ничего не ломает. Покрытие на площадке искусственное. Это искусственная трава. Такие вот качельки. Хочу также подойти, посмотреть цветочки. Я, конечно, не флорист, но к прекрасному отношусь очень позитивно. Я не знаю, похоже это что на нарциссы. Очень красиво, очень уместно здесь разбит этот колумбарий. Я думаю, что когда деревья проснутся, кусты покроются листвой, цветами, я думаю, что здесь еще будет более красиво. Ну, в принципе, и сейчас очень впечатление позитивное у меня об этом месте. И рекомендую посетить, конечно. Провести хотя бы часик здесь. Ну, сейчас мы маленько поиграем. Вот моя супруга с ребенком уже осваивает какое-то упражнение. Вот. Если я увижу что-то интересное, я думаю, что я увижу, я буду включаться еще. Что еще хотел показать? Вот я заметил, здесь практически около каждого дерева есть вот такие вот пенечки и памятные таблички. Я так понимаю, что это таблички в память каких-то жителей города. Может быть, родственники высаживали эти елочки, эти деревья. Практически у каждого дерева есть такие таблички. Вот там вот тоже видно, такой пенечек есть. Вот. Как бы вот так вот немножко это даже как-то символично, что ли. Видимо, жители тоже принимали участие в высадке этого парка. Вот что еще хотел показать. В этом парке есть такой мангальчик. И, судя по всему, здесь кто-то что-то даже готовил. Интересно. Ну, рядом, потому что вот еще один мангальчик здесь. Столики. Такие для компании. Можно приехать, отдохнуть. Пожарить какие-то стейки. Рядом биотуалеты стоят. Вот, тоже все очень удобно. Все сделано для людей. Вот мусорочка такая интересная. Опять же, вот как я говорил, такие памятные таблички здесь. Практически у каждого дерева. Вот здесь, наверное, нету. Вид, конечно, не хочется уезжать. Ну, вот там белочки опять гуляют. У меня сегодня получается такое ненавязчивое какое-то видео, спонтанное. Вот там какие-то интересные оранжево-красные птички. Одна. Ладно, пойдем дальше. Друзья, ну я не удержался и решил еще немножко снять пляж.
Сейчас весна. Я не знаю, наверное, летом все-таки здесь будет гораздо-гораздо больше отдыхающих людей. Очевидно, что люди здесь не мусорят и не загрязняют пляж, потому что очень чисто. Я практически не вижу нигде мусора. Прямо здорово, честно вам скажу. Здесь вот дальше я прошел. Я думал, здесь будет лодочная станция, но здесь вот какая-то отдельно выделенная зона. Здесь тоже гуляют люди. Но вот почему-то сделано таких два волнореза из больших глыб, из больших камней. Не знаю, может быть, здесь... Ну, я думал, что спускают лодки, но нет. Вот видно, что лодки там, и я сейчас пройду лучше туда, покажу ту зону. Я вот немножко отошел от этой специально выделенной зоны. Здесь есть табличка, которая гласит о том, что это зона, специальная зона для собак. То есть, судя по всему, собаки здесь купаются отдельно. Еще хотел показать одну табличку и ящичек, в котором можно взять специальный пакетик для того, чтобы любители своих животных могли сразу же собрать и утилизировать отходы их жизнедеятельности. Очень удобно и очень полезно делать это в парковых зонах. Я дошел как раз для зоны, где стоянка лодок. Лодок, как можно видеть, здесь немного. Видимо, это не очень популярный причал, но тем не менее смотрится это довольно-таки хорошо. И вот вдалеке видно, ну так назовем это, религиозное здание. Как я прочитал в интернете, это какое-то отдельное течение иранской религии, вроде как Бахавия. Ну вот, друзья, мы выехали из парка, и я остановился для того, чтобы показать, так скажем, ну, хороший, благополучный район. Это, как я уже и говорил, это север Чикаго. Вот, потому что в предыдущем видео я снял обзор, прогулку по, так скажем, не очень красивым улицам. Я не буду здесь долго гулять, нету, к сожалению, много времени. Но район разительно сразу отличается. Здесь более богатые дома, здесь чисто, брусчаточка. Все очень таки опрятно. Американцы очень уважают свою страну, уважают свой флаг. На многих домах они вывешивают этот флаг на фасаде. Но это, в принципе, и правильно. Через 1000 футов поверните направо. Что-то говорит мне мой навигатор. Я уже забил маршрут Ботанический сад. Ну, вот так примерно выглядят приличные районы. Все, отправляемся дальше.